Дорогие друзья! По многочисленным заявкам на канале начинает действовать рубрика «Автомобильные истории». Для вас будут собраны самые необыкновенные и интересные истории, в которых принимают активное участие или в определенной степени задействованы машины и автомобили. История первая, про «Жигули», спасавший жизни. Помню, был у меня как-то «Жигуль» 4, достался от бати. Поначалу тачке очень обрадовался, как-никак первая машина. Но потом она начала барахлить, кое-где даже подгнивать, да и вообще уже после 5 лет вождения хотелось на иномарку пересесть. Короче, продал я ее в итоге одному любителю АвтоВАЗа, и дело бы с концом, если бы не одна интересная особенность машины. Ехал как-то раз ночью из другого города. Путь был длинный, и видимо потому я словил дорожный гипноз. Сам не заметил, как начал носом клевать. Вдруг слышу голос, хриплый, резкий, кричит мне чуть не в самое ухо: «Мужик, дай закурить». Я аж подскочил на месте и стал оглядываться по сторонам. Естественно, в салоне никого, кроме меня. Сон как рукой сняло, доехал быстро, никому про эту историю не рассказал, думал, ну приснилось, бывает. Потом как-то раз работал в ночь, умаялся в край, еду домой и задремал. Снова прокуренный бас как рявкнет: «Ты чего храпишь, менты впереди». Я опять подскочил и проснулся. Доехал без происшествий, инспекторов по дороге не встретил. Всего таких случаев 4-5 могу насчитать. Поначалу думал, что может это я везучий такой, ангел-хранитель меня защищает и спать за рулем не дает. А когда авто продал, понял, что дело в нем было. Звонит мне как-то месяца 4 после сделки нынешний владелец «Жигуля» и начинает расспрашивать, мол, не замечал ли я чего странного в машине. Я сначала подумал, что тот в стельку, но потом по разговору слышу, вроде мужик трезв. Но я ему аккуратненько так про эти свои случаи и рассказал. Он меня выслушал и обрадовался, говорит, думал, что у него крыша едет. Тоже голос посторонний слышал в машине несколько раз. Один раз он на встречке уснул, другой раз зимой задремал и чуть в кювет не улетел. Но 4 его вовремя будила. Поначалу пугался, теперь, говорит, мне даже нравится, под защитой себя чувствую. Вот такая история у меня, теперь даже жалею, что продал такую тачку полезную. История вторая, про «угнанную» в кавычках машину. Прошлой зимой пришел в гараж, где парковал автомобиль, и на его месте увидел лишь высохшую лужу грязи. Звонок в полицию, обыск многоуровневой парковки, написание заявления в полицию, беседы с дознавателем потрепали много нервов, к тому же стали звонить неизвестные люди и предлагать выкупить машину за немалую для меня сумму, от чего я сразу отказался. На следующее утро, возвращаясь после беседы со следователем, вдалеке от дома увидел знакомый силуэт автомобиля, скрытый слоем снега. Протер номер, и тут же оцепенел моя. Снова звонок в полицию, приезд оперуполномоченных, которые активно пытались выудить из меня признание в мошенничестве, ожидание экспертов, которые должны были осмотреть машину на предмет взлома. Сидим, значит, с операми в их машине, ждем 4-й час приезд группы экспертов, начинает постепенно темнеть, и тут в моей памяти начинают всплывать воспоминания о том, как я 2 дня назад парковал свою машину как раз на том месте, где ее нашел, а не в гараже. В тот момент я был готов провалиться сквозь землю.
Далее последовало признание операм: «Мужики, я вспомнил, я ее тут, оказывается, поставил». Изумленные взгляды полисменов, куча бумажной волокиты, снятие с угона, встречное заявление и звонок из прокуратуры. Без конверта, конечно же, не обошлось. История третья, про проклятую машину Франца Фердинанда. Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило началом Первой мировой войны. Ситуация произошла в 1914 году, когда автомобиль марки «Граф» и Стив с эрцгерцогом и его женой на борту поравнялся с сербским студентом Гаврилой Принципом, тот выстрелил, смертельно ранив и Франца, и его жену Софию. Считается, что именно этот случай сделал автомобиль проклятым. После Франца Фердинанда его машина сменила еще 15 владельцев, 13 из которых погибли при странных обстоятельствах. Один австрийский генерал сошел с ума и попал в психиатрическую больницу, в которой впоследствии умер. Следующий хозяин совершил самоубийство. Сербский капитан попал в смертельное ДТП, в ходе которого погибли еще 2 крестьянина. Губернатор Югославии попал в аварию и лишился руки. Он отдал автомобиль своему другу, который был раздавлен перевернувшейся машиной. То же самое случилось с сербским автогонщиком. Сейчас автомобиль находится в Австрийском музее, и желающих его приобрести больше нет. История четвертая, про доброе, в кавычках, дело, которое обернулось совсем недобрыми последствиями. Как-то работала я в автосалоне известной марки. Состоятельных людей много, есть даже постоянные клиенты. Одного из таких я хорошо помню, очень солидный импозантный мужчина, приходил с женой ей машину брать, и дочери старшей, ну и сам раз в пару лет обновляется. Любит он именно эту марку авто. И вот, пару недель назад, он приходит с беременной женщиной. Без жены. Выбирают ей машину. Не понравилась она мне с самого первого взгляда, ломалась как школьница, краснела, на глазах пару раз имитировала мокрое место. И странно обращается к нему, на «вы», но без отчества, просто Николай. Машину выбрали полный фарш, коллега, который оформлял, потом весь день сиял как самовар. Все, что можно было воткнуть и даже сверх, продал. И надо же было случиться, что вчера к нам заехала его жена. Я решила ее предупредить. Ее аж перекосило, а потом очень холодным голосом заговорила. Моя дочь недавно стала мамой. Женщина, которую вы видели, врач. Она провела почти безнадежную операцию новорожденному ребенку. Благодаря ей мой внук будет ходить по земле. И будет, вопреки всему, делать это сам. И когда мы узнали, что она в положении, решили сделать ей подарок. Надеюсь, ваше любопытство удовлетворено. А потом она вошла в кабинет директора магазина. И теперь у меня больше нет этой работы. История пятая, про Черную Волгу. В середине прошлого века в СССР распространилась необычная городская легенда. Черная Волга, появлявшаяся из ниоткуда,
курсировала ночью по мрачным дорогам. Встреча с ней не сулила человеку ничего хорошего, любой, кто приближался к Волге, умирал в течение 24 часов. Также считалось, что появление машины сулило похищение людей, особенно детей, чтобы впоследствии использовать их кровь для создания лекарства от лейкемии или извлечения органов. О том, кто управлял автомобилем, мнения расходились. По разным вариантам рассказчиков водителем был монах, вампир, сионист, священник, агент КГБ и даже сам сатана. Одни утверждали, что легенда была придумана для того, чтобы дети вовремя приходили домой и не задерживались в темное время суток. Другие и правда верили в эту историю. Как бы то ни было, внезапное появление во дворе черной Волги с незнакомым водителем часто заставляло советских граждан нервничать. Вот такими историями, я надеюсь, для вас интересными, со мной поделились мои подписчики. Друзья, а вы как думаете, возможно ли такое в реальности или это все выдумки? А может быть, все-таки что-то только лишь отчасти вымысел, а отчасти имеет реальную почву? Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то напишите об этом в комментариях, и тогда историй будет больше. Ну и конечно, если вы еще не подписались на канал, то сделать это можно сейчас. Всего хорошего!